Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе я покажу, как связать пинетки кеды с вот такой вот красивой пяточкой. Пинетки на шнуровке, но в дополнение к шнуровке еще идет вот такая вот липучка. Пинетки очень клевые, круто смотрятся на ножке и вяжутся они просто на одном дыхании. Так что поехали! Подошву я уже связала, как всегда. Как вязать такую подошву и как рассчитывать нужное количество воздушных петель для определенного размера у меня есть видео на канале. Заходите и смотрите. Крючок я использую 2 мм, можно чуть-чуть меньше. Для этой подошвы я набирала 26 воздушных петель. Далее одну петельку пропускала и вязала 12 столбиков без накида. Далее один полустолбик с накидом и 12 столбиков с накидом. В последнюю петлю, куда я провязываю 12 столбик с накидом, я делаю прибавление, и у меня в одной петельке получается 7 столбиков с накидом. Дальше вяжем 11 столбиков с накидом, 1 полустолбик с накидом, 12 столбиков без накида, и в последнюю петлю, куда я провязывала 12 столбик без накида, я вязала 4 столбика без накида. Далее делала 2 соединительных столбика. Один в одну петлю и другой в другую петлю. Первый ряд у нас готов. Для второго ряда я набирала 3 воздушные петли и далее вязала 22 столбика с накидом. Дальше делала прибавление в одну петлю, вязала по 2 столбика с накидом. И в следующую петлю также 2. И всего у нас должно получиться 7 прибавлений. Дальше вязала 23 столбика с накидом. Дальше я делала прибавление. Здесь у меня должно получиться 5 прибавлений. Прибавления делаем так же, как и с этой стороны. В одну петлю по 2 столбика с накидом. Дальше соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Второй ряд готов. Для третьего ряда мы набираем также 3 воздушные петли подъема и вяжем 23 столбика с накидом. Дальше делаем прибавление. В одну петлю 2 столбика с накидом, в следующую 1, в следующую 2, в следующую 1. И так мы чередуем, и у нас должно получиться 7 прибавлений. Дальше вяжем 24 столбика с накидом. И здесь мы также вяжем, как и с этой стороны, делаем прибавление, только на пятке у нас должно получиться 5 прибавлений. Также чередуем 2 столбика с накидом, 1 столбик с накидом. И так до конца ряда. И делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. И подошва у нас готова. Кстати, если вы будете вязать правую пинетку, то ниточку вы не отрезаете, а вяжете дальше. Я буду вязать пинетку для левой ножки, поэтому ниточку я сейчас отрежу и начну вязать с противоположной стороны. Так у нас шовчики будут смотреть вовнутрь ножки. Вязать сейчас мы будем за дальнюю стенку петли, не за полностью всю петлю, а только за одну дальнюю стеночку. Вот за эту. Так у нас будет выполняться красивый переход от подошвы к основанию. Кстати, забыла сначала сказать, что если вяжем крючком номер 2, то вяжем очень плотно, очень туго. Я об этом еще напишу в описании к этому видео. А лучше взять крючок немножко поменьше, если вам неудобно вязать туго. Итак, набираем 2 воздушные петли и начинаем вязать столбики без накида за дальнюю стенку петли. Ниточку, которая у нас осталась, мы прячем по ходу вязания. Всего у нас в этом ряду и последующих должно быть 81 столбиков без накида. Вяжем очень плотно. Так у нас пинетка будет держать форму. И так продолжаем вязать до конца ряда столбики без накида за дальнюю стенку петли. Довязала я до конца ряда и сделала соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема.
Дальше набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем второй ряд. Второй ряд и последующие ряды мы будем вязать в столбике без накида полностью уже за всю петлю. Вяжем столбики без накида. Смотрите, так мы будем провязывать до конца ряда. Довяжем этот ряд, сделаем соединительный столбик, вторую воздушную петлю подъема. И дальше мы свяжем еще 3 ряда столбиками без накида. И всего у нас должно получиться 5 рядов столбиками без накида. Довязала я до конца 5 рядов по 81 столбиков без накида. И вот что у нас получилось. Ниточку мы отрезаем. Дальше мы будем вязать мыс пинетки. Для начала нам нужно найти середину на носочке. Для этого я складываю вот так пополам пинетку по подошве. И находим середину. Отсчитываем от середины 6 петелек. 4, 5, 6. Вот с этой петли мы будем начинать вязать. Заводим ниточку. Вяжем одну воздушную петлю. И начинаем вязать столбики без накида со следующей петли. Всего у нас получится 11 столбиков без накида в первом ряду. Ниточку я также прячу по ходу вязания. Напомню, что вяжем очень плотно, если вы вяжете крючком номер 2. Все лишние нитки я потом отрежу, все будет аккуратно. Похожий мыс мы вязали, я вязала в предыдущем своем мастер-классе. Вы можете его посмотреть на моем канале. Довязала я 11 столбиков без накида. Далее разворачиваем вязание и начинаем вязать не с первой петельки, а со второй столбики без накида. Во втором ряду у нас должно получиться 10 столбиков без накида. Вяжем последний 10 столбик без накида. Дальше мы будем делать 2 соединительных столбика. Смотрите, крючок заводим с лицевой стороны, заводим в петлю и провязываем соединительный столбик. И в следующую петлю также заводим с лицевой стороны в изнаночную крючок и вяжем соединительный столбик. Разворачиваем вязание и будем начинать вязать столбики без накида с той петельки, где мы делали первый соединительный столбик. И в третьем ряду у нас получится 11 столбиков без накида.
Довязали. Далее нам нужно сделать также 2 соединительных столбика. Здесь мы также с лицевой стороны в изнаночную заводим крючок, достаем ниточку и вяжем соединительный столбик. И во вторую петлю также. Готово. Разворачиваемся и вяжем 4-й ряд. Вот что у нас получается. Также начинаем вязать с той петельки, где мы делали первый соединительный столбик. В этом ряду у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Довязали. Дальше также делаем 2 соединительных столбика. Заводим крючок с лицевой на изнаночную сторону. И вяжем соединительные столбики 1 и 2. Провязали. Разворачиваем вязание и будем вязать 5-й ряд. Так же, как и начинали вязать, как и вязали. Начинаем вязать с той петли, где мы вязали первый соединительный столбик. И сейчас мы провяжем 5-й ряд, потом еще 6-й и 7-й ряд. В 7-м ряду у нас должно получиться 15 столбиков без накида. А следующие ряды мы будем уже вязать с вами вместе. Итак, я довязала 7-й ряд. В 7-м ряду у меня получилось 15 столбиков без накида. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. Дальше мы будем вязать 8-й ряд. 8-й ряд мы будем начинать вязать не с той петли, где мы вязали первый соединительный столбик, а уже со следующей петли, где мы провязывали последний столбик без накида. Будем вязать с вот этой петельки. Таким образом, прибавления в рядах мы больше делать не будем. То есть у нас и в 8-м ряду получится также 15 столбиков без накида. Довязали 15 столбиков без накида. Дальше мы будем делать 2 соединительных столбика, так же, как и делали. Один и второй. Дальше вяжем 9-й ряд. Здесь также мы будем начинать вязать столбики без накида с той петли, где мы провязывали последний столбик без накида. В 8-м ряду у нас также будет 15 столбиков без накида. И давайте так провяжем самостоятельно 8, 9 и 10 ряд включительно по 15 столбиков без накида. В конце 10 ряда соединительные столбики будем делать немножко по-другому и вместе. И давайте провяжем. Довязала я 10 ряд до конца. Сейчас мы будем делать соединительные столбики. Первый соединительный столбик мы вяжем, как и обычно. А вот второй соединительный столбик мы будем вязать только за одну стенку петли. За ту стенку, которая находится ближе к изнанке.
вот за эту. Одна стенка петли у нас будет не провязана. Дальше вяжем 11 ряд, также 15 столбиков без накида. В конце 11 ряда соединительные столбики мы будем делать также по-другому. Довязали 11 ряд. Сейчас мы будем делать 2 соединительных столбика за одну стенку петли. За ту стенку петли, которая находится ближе к изнанке, то есть дальше от нас. Один соединительный столбик и второй соединительный столбик за дальнюю стенку петли. Разворачиваем вязание и начинаем вязать 12 ряд, 15 столбиков без накида. И это уже будет последний ряд в нашем мыске. Довязали 12 ряд, и здесь мы будем делать только один соединительный столбик, также за одну стенку петли, которая находится ближе к изнанке. Провязали, делаем еще одну петельку и отрезаем нить. Мыс у нас готов. И вот такой мыс у нас получается. Дальше мы будем вязать язычок для пинетки. Для этого я беру уже другой цвет. Будем начинать вязать с той петли, где мы вязали последний столбик с накидом. Без накида, простите. Так, протягиваем ниточку. Сейчас я буду прятать сразу две вот этих ниточки. Набираем 3 воздушные петли, и первый ряд язычка мы будем вязать столбиками с накидом. Вяжем. Так, сильно плотно стянула. Здесь мы вяжем 14 столбиков с накидом, так как 3 воздушные петли считаются у нас за один столбик с накидом, и всего получается 15 столбиков с накидом. И вяжем так до конца ряда. Итак, довязала я до конца ряда. Первый ряд язычка. Дальше разворачиваем вязание и будем начинать вязать с самой первой петли столбики без накида. В язычке мы будем чередовать столбики, ряд столбиками с накидом, ряд столбики без накида. Снова ряд столбики с накидом, ряд столбики без накида. Так, вяжем второй ряд столбиками без накида. Здесь у нас получается 15 столбиков без накида.
И провязываем последний столбик без накида в третью воздушную петлю подъема. Довязали. Разворачиваем вязание. И сейчас я покажу, как я буду начинать вязать ряды с столбиками с накидом. В самую первую петельку провязываю столбик без накида и вяжу еще одну воздушную петлю. Это у нас такой подъем получается. И дальше вяжу со следующей петли столбики с накидом. Ну, мне вязать так удобнее, и мне кажется, так получается более симпатичнее, так как нет никакой ни дырочки, ничего в начале ряда. Ну, вы можете вязать так, как вам удобно, можете набирать просто 3 воздушные петли. Итак, смотрите. Нам нужно провязать этот ряд до конца и еще 9 рядов, чередуя ряд столбиками с накидом, ряд столбики без накида и так далее. И всего у нас получится 12 рядов. Итак, провязала я 12 рядов, чередуя столбики с накидом и столбики без накида, по 15 столбиков в каждом ряду. И последний 13 ряд мы будем вязать таким образом. Первую петельку провязываем один соединительный столбик, в следующую второй соединительный столбик, далее один столбик без накида, далее один столбик, полустолбик с накидом, один полустолбик с накидом, накид и провязываем через все 3 петли. Далее 7 столбиков с накидом. И еще один. Далее один полустолбик с накидом. У нас здесь осталось 4 петельки. Так, 3 петли вместе. Один столбик без накида и 2 соединительных столбика. Итак, еще петельку и можно отрезать нить. И язычок для пинетки у нас готов. Вот такой у нас получается. Итак, далее мы будем вязать вот эти боковые стороны нашего кедика. Как помните, здесь мы вязали, когда мы оставляли по одной стеночке в 2 петельках с одной и с другой стороны. И вот их также мы будем провязывать. Начинаем вязание с одной стенки петли, самой первой, вот с этой. Протягиваем сюда нить. Набираем 2 воздушные петли. Подтягиваем ниточку. В следующую одну стеночку петли, во вторую вяжем столбик без накида. И далее мы также будем вязать столбики без накида уже полностью за всю петлю. Напомню, что вяжем мы очень плотно, не расслабленно. И вяжем столбики без накида. Довязала я до конца ряда, почти до конца ряда первый ряд. И осталось провязать за боковые стенки петли.
1 и второй столбик без накида. Всего в первом ряду у нас получилось 53 столбика без накида. Второй ряд мы вяжем столбиками без накида, и вообще полностью вот эти боковые стороны мы будем вязать столбиками без накида. Начинаем вязать с самой первой петли. Во втором ряду у нас также получится 53 столбика без накида. Первые 2 воздушные петли в первом ряду у нас также считаются за один столбик без накида, поэтому полностью получается 53. Вяжем до конца ряда. Не забывайте провязывать столбик без накида во вторую воздушную петлю подъема. Итак, довязала до конца второй ряд. Далее в третьем ряду мы будем делать убавление в начале и в конце ряда. Заводим крючок в одну петлю, не провязывая, в другую, и провязываем 3 петли вместе. Одно убавление сделали в начале ряда. Дальше вяжем столбики без накида, не довязывая до конца ряда 2 петли, в которых мы будем делать убавление. Это получается третий ряд у нас лицевой. То есть в лицевых рядах мы будем делать в начале и в конце ряда по одному убавлению. Здесь в 2 петли будем делать убавление. Итак, довязала я до конца, почти до конца третий ряд. И в конце ряда делаем одно убавление. И провязываем все 3 петли вместе. В четвертом ряду убавление делать не будем. В изнаночных рядах убавления мы вообще не будем делать. Просто будем провязывать столбиками без накида с самой первой петли. И вяжем так до конца ряда. Довязала я четвертый ряд. В пятом ряду, это в лицевом, мы делаем убавление в начале и в конце ряда. Но здесь мы будем делать еще убавление, 2 убавления на пятки. Итак, одно убавление сделали. Дальше от убавления вяжем 18 столбиков без накида. Здесь мы будем делать убавление для того, чтобы у нас на пятке получился такой изгиб. Довязала я 18 столбиков без накида. Дальше делаем убавление. Заводим крючок в одну петлю, в другую петлю и провязываем 3 петли вместе. Далее вяжем 7 столбиков без накида. Дальше мы будем делать снова убавление. Заводим крючок в одну петлю, в другую и провязываем 3 петли вместе. Далее вяжем 18 столбиков без накида. И в конце ряда мы будем делать убавление. Еще одно. Довязала я до конца ряда, сделала убавление. В шестом ряду в изнаночном мы убавление делать не будем, просто провязываем столбиками без накида сразу с самой первой петли. Итак, вяжем до конца ряда. Довязала я до конца ряда. Сейчас мы будем вязать лицевой 7 ряд. В начале ряда делаем убавление.
А дальше мы будем вязать столбики без накида до середины пятки. В середине будем делать также одно убавление. В пятом ряду мы делали 2 убавления, в седьмом одно. Итак, довязала я до середины пятки. Можно это проверить вот таким образом. Сложить ровненько. Получается вот середина пятки. И здесь мы делаем одно убавление. Протягиваем через все 3 петли. И дальше мы вяжем до конца ряда столбики без накида. В конце ряда мы делаем также одно убавление. Вяжем, делаем убавление. Далее вяжем 8 изнаночный ряд. В изнаночном ряду убавления мы не делаем, провязываем полностью столбиками без накида. И провязываем так до конца ряда. Дальше давайте провяжем самостоятельно еще 7 рядов. Вяжем также в лицевых рядах. Мы делаем убавление в начале и в конце ряда. Здесь уже никакие убавления мы не делаем на пятках, только в начале и в конце ряда в лицевых рядах. Изнаночные ряды мы вяжем без убавления, просто столбиками без накида. В лицевых рядах мы убавление делаем в начале и в конце ряда. Итак, вяжем еще 7 рядов самостоятельно. Итак, провязала я еще 7 рядов. И вот что у нас получилось. Всего здесь у нас должно получиться 15 рядов. Смотрите, какая красивая пяточка у нас получается. Итак, здесь уже можно ниточку отрезать. Дальше мы будем боковые эти стороны обвязывать и делать отверстия для шнурков. Смотрите, начинать обвязывать боковые стороны эти мы будем с изнаночного ряда. Так, заводим крючок, протягиваем нить в самую первую петлю, в боковую стеночку даже. Вот. Делаем одну воздушную петлю. И дальше смотрите, вы ориентируетесь на ряды. Сколько рядов, столько должно получиться у нас столбиков без накида. Итак, смотрите, вяжем 3 столбика без накида. Здесь немножко сложновато будет, но вы сможете. Я в вас верю. Так. Дальше мы будем делать отверстие для шнурка. Набираем 2 воздушные петли. Одну петельку пропускаем, то есть один ряд. И в следующий начинаем вязать столбики без накида. То есть мы как бы одну петельку пропускаем, для того, чтобы у нас получилась красивая дырочка. И дальше начинаем вязать. Снова вяжем 3 столбика без накида. 2, 3. Снова 2 воздушные петли для отверстия для шнурка. Один ряд пропускаем, одну петельку. Со следующей начинаем вязать со следующего ряда. Очень плотно здесь я вязала, поэтому не совсем удобно, но ничего страшного, зато в итоге получается очень даже ничего изделие. Вяжем 3 столбика без накида. Далее 2 воздушные петли. Одну петельку пропускаем, один ряд. Дальше начинаем вязать.
Вяжем столбики без накида. 1, 2 и 3. Дальше, смотрите, у нас петелька, и в эту петельку одну мы провязываем 2 столбика без накида. Провязали. Так, вот что у нас получилось. То есть мы делаем вот эти отверстия через 3 столбика без накида. Опять же повторюсь, ориентируйтесь по рядам вот этим, в какую петлю нужно провязывать. С этой стороны мы вяжем также вот эту петельку в последнюю. Мы провязываем 2 столбика без накида, а дальше повторяем все то же самое, что и с той стороны, как и вязали вот сейчас отверстие для шнурков. Через 3 столбика без накида. Продолжаем вязать столбиками без накида. Я думаю, здесь вам все будет понятно, поэтому давайте до конца ряда провяжем уже самостоятельно. Итак, довязала я до конца ряда, сделала отверстие для шнурка. Дальше будем вязать второй ряд. Итак, смотрите, вяжем в каждую петлю столбики без накида. Второй, третий в петельку, а четвертый столбик без накида мы уже будем вязать за 2 воздушные петли, которые мы провязывали для шнурочка, для отверстия. Дальше снова в петельке вяжем столбики без накида. Дальше снова под 2 воздушные петли вяжем столбик без накида. Дальше в петли. Дальше под 2 воздушные петли вяжем столбик без накида. Дальше вяжем 4 столбика без накида. Довязали до уголка. И еще нам нужно провязать 5 столбиков без накида от угла. Пять. Итак, вот что у нас получается. Дальше мы будем вязать соединительные столбики. И так вяжем соединительные столбики, не довязывая до угла. Вот смотрите, отсюда отступаем 4 петли и потом от уголка еще 5, чтобы здесь уже конкретно не ошибиться. И вот от этой петли еще 5 петелек. И вот до этого места мы будем вязать соединительные столбики. Здесь уже мы начнем вязать столбики без накида. Итак, я довязала соединительные столбики. Вот такой переход у нас получается. Дальше вяжем столбики без накида.
2, 3, 4, 5 и еще 4. Всего у нас здесь получается 9 столбиков без накида до отверстия под шнурок. Довязали. Дальше повторяем все так же, как и с той стороны. Столбик без накида вяжем под 2 воздушные петли. Дальше 3 столбика без накида в петли вяжем. Дальше снова под 2 воздушные петли и так до конца. Дальше мы будем с вами вязать вот эту вот полосочку для липучки. И смотрите внимательно, с какой стороны нужно начинать вязать. Смотрите, где у нас шовчик находится, с той стороны мы и будем начинать. Для левой и правой пинетки начало вязания вот этой полоски будет с разных сторон. Не перепутайте, главное. Давайте начнем вязать. Начнем вязать с той стороны, где у нас находится шов. Вязать мы будем начинать вязать как бы рельефными столбиками. Сейчас я вам покажу. Набирать петли так будем. Отсчитываем от вот этого ряда 6 рядов. Отсчитали. И вот от этого места мы начнем вязать. Вот по этой линии. Итак, заводим крючок вот таким образом. Начальную петельку я уже сделала. Протягиваем ее. Набираем 2 воздушные петли. Мы будем их считать за один столбик без накида. Далее таким же образом вяжем столбики без накида. Еще. Здесь я немножко вот так в сторону завожу крючок. Так. И последний столбик без накида. Набрали. Разворачиваем вязание. Всего у нас получилось 5 столбиков без накида, если считать 2 воздушные петли подъема. Дальше вяжем столбиками без накида второй ряд. Во втором ряду у нас получилось также 5 столбиков без накида. Дальше разворачиваем вязание и начинаем с самой первой петли также вязать столбики без накида. 5 столбиков без накида. И так далее мы вяжем столбики без накида. Всего мы провязываем 26 рядов по 5 столбиков без накида. И 27 ряд мы будем вязать с вами вместе. И давайте так провяжем самостоятельно до 26 ряда включительно. Я провязала 26 рядов столбиками без накида, по 5 столбиков без накида. Вяжем 27 ряд. В начале ряда делаем убавление. Дальше провязываем 1 столбик без накида. И в конце ряда также делаем убавление. Делаем петельку и отрезаем нить. Полосочка для липучки у нас готова. Осталось совсем чуть-чуть, и наш кетик уже будет полностью готов. Все вот эти вот торчащиеся ниточки я спрячу, отрежу лишнее, и будет красота.
Итак, все ниточки я спрятала и отрезала. Дальше мы будем вязать полосочки от вот этого места, где у нас шов. Я думаю, все уже умеют их вязать, но лишний раз я покажу для новичков. Сделала уже начальную петельку и протягиваем ее на лицевую сторону. И дальше мы вяжем соединительные столбики. Следующую петельку заводим на изнанку крючок, достаем ниточку, протягиваем. И так будем вязать до конца ряда соединительные столбики. Здесь вы сильно не затягиваете вот эти петли, чтобы не затянуть у нас пятку, чтобы она не была волнами, когда мы все это довяжем, чтобы не было стянуто. И вот что у нас получается. Так, вяжем до конца ряда. Первую полосочку я довязала. И с изнаночной стороны завязала узелок. Те нити я тоже спрячу потом. Сейчас мы начнем вязать вторую полоску между вторым и третьим рядом. Начинаю вязать я приблизительно там, где мы начинали вязать боковые стороны. Вот с этой петли. Ну и здесь уже вы смотрите сами, кому как нравится. Кто-то короче эту полосочку делает, кто-то длиннее. Также делаем начальную петлю. Протягиваем ее с изнаночной на лицевую сторону. И вяжем также соединительные столбики. Здесь также сильно не затягивайте петли, чтобы пинетка не была стянута. И вяжем так соединительные столбики до вот этого места. Довязала я все полосочки. Теперь мы приступим к вязанию шнурка и пришиванию вот этих липучек. Думаю, вы сами справитесь с пришиваниями. Я пришиваю их на швейной машинке. С одной стороны, кстати, как вы заметили, я делаю немножко короче. Ну, как немножко, в 2 раза короче липучку. Ну, мне кажется, так выглядит более симпатично, чем была бы такая широкая на пинетке пришита. И шнурок я уже связала. Шнур связала просто из обычных воздушных петель. И давайте сейчас я заправлю шнурок, пришью липы и покажу вам пинетку в готовом виде. И вот такие клевые, крутые пинетки у нас получились. Они очень хорошо держат форму даже без пластиковых вставок. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, а также не забывайте подписываться на канал. А хотите, открою секрет? 80% зрителей смотрят мои мастер-классы без подписки. Ну как же так? Впереди же еще много интересных мастер-классов. Поэтому скорее подписывайтесь и будем вязать вместе с вами. Всем желаю творческих успехов и до новых встреч в новом видео. Пока!